Ура! Мы совсем не ждали, и вот мы в Испании. Одна машина. Парень ехал на работу у себя в Португалии и говорит: да давайте я вас уже в Испанию завезу. Так легко. Получился. Реализовался наш план минимум на сегодня. Километр идем по Галисии. Тишина. Никого нету. Глушь. На бензоколонке целая очередина. Португальцы приезжают в Испанию заправиться и возвращаются назад. Молодая пара заехала тут на заправку со стороны Испании. Но я как чувствовал, что они к нам подъедут и остановятся. Как-то так посматривали с интересом. Но оказалось, что они возвращаются в Португалию по автостраде. Что-то мы тут долго уже стоим. Мы уже сегодня сделали 2 перехода по километру. Страна поменялась, а автостоп нет. Ago Sitio Web. Sitio Web. Páginas webs. Hai páginas web. Sí, de internet. Sí, exacto. Ой, спасибо бабушке и дедушке. Им нужно было там 2 или 3 километра до ихнего села ехать. Они нас провезли 13 или 14 до городка. И мы буквально в шаге от Меркадоны нашей любимой. Жизнь налаживается. А мне очень понравился этот городок Верин. И знаете чем? Тем, что здесь очень много старых и разрушенных домов, не восстановленных. Они какими-то настоящими выглядят, а не искусственными. Впервые за это путешествие мы в каком-то одном месте залипли. Во всяком случае я. Смотрю на эту воду, которая через камни перекатывается. Мысли всякие грустные приходят в голову. Травка зеленая, мягкая, как в Украине. И минуты не прошло, как мы застопили телепорт в город Оренсе. Это за 60 с чем-то километров. И нас порой со скоростью 160 километров в час по автобану перекинули. Вот. Все, идем искать место для ночевки. Хе-хе, рядышком ручеек шумит. И мы все ниже и ниже спускаемся. Какие-то заросли. Мимо чужих огородов. Но я надеюсь, огороды уже заканчиваются. Я все утро провалялся в палатке. Сейчас сварю макароны, мы поедим. Потом надо бы помыть головы.
И пойдем в центр города Оренце, погуляем там и выйдем на противоположную сторону города и где-нибудь там заночуем. Дело в том, что до места, где мы будем волонтерить, остается всего 250 километров, а у нас в запасе целых 8 дней. Поэтому сейчас у нас главная задача – это находить приятные места и отдыхать. Наш ручеек зашел в город, и вдоль него велодорожка, и по ней приятно идти. Такой расслабончик тут в парке, что думаю, может быть, завтра целый день провести на одном месте. Не просто за один день через весь город пройти. Фу-ху-хух. Какое мы и на этот раз место нашли шикардосное. Вообще. И тут даже ручеечек бежит. Боже мой. Какое счастье. А? Антон, ура! Не зря мы так долго шли. Место шикарнючее. Завтра, я думаю, будем здесь стоять весь день. Так, вот и наша остановочка. Еще один рывочек в сторону города Луго. Простояли без толку больше часа. Решили пойти дальше, но тут в 100 метрах автозаправка. Мы набрали водички выпить. И возле автозаправки длинное широкое место машинам останавливаться. Гораздо больше, чем у нас там было. Ну, решили засчитать это как за смену позиции. Еще немножко постоять. Ну, в смысле, как немножко? Столько, сколько будет нужно. Вот пример того, что дает автостоп. Какие впечатления, ощущения, эмоции.
Мы убили там 2 часа. Сперва на одном месте, потом 100 метров перешли еще. 2 часа, может больше. Ну что делать? Мы тупо пошли. А обочина маленькая. Совсем маленькая. Очень стрёмно идти, очень плохо. И мы так прошли, наверное, ну, может быть, километра не прошли. Смотрю, машина остановилась, там было место. Мы подошли, она говорит, да, я вас жду. Женщина, Мерседес, по имени Мерседес. И она нас подвезла прилично, километров 20. Мы проехали ключевой перекресток, и сейчас хорошо едем, хорошо стоим, хорошо в нашем направлении, так как надо. Вот встречаются такие люди, представляете? Она говорит, я вас видела утром. Типа, я вас понимаю. Не знаю, откуда она нас понимает. Ну, в общем, вот представляете, да? 2 часа убиваться, потом идти, и потом человек останавливается сам и подвозит. Фу. Так, ну давайте покажем, где мы стопим. А вот и Антон. Аж 2 машины проехало. Ну там не было места. А вот еще одна едет. А вот еще одна едет. 4-я. Не, ну ребята, так нельзя. Вас не так много, чтобы перебирать автостопщиками. Признаться, я думал, что в Галисии и в Астурии автостоп будет проще. Мне казалось, что тут должно быть много путешественников, и народ, водителей, приучен к путешественникам. Но что-то по реакциям водителей я не вижу восторга. А я думал, чем занять эти 6 дней? Ну вот, будем руками размахивать. Ждем открытия магазинчика. А то мы только позавтракали. Он открывается в 4 часа. Тут даже магазин единственный, супермаркет, открывается в 4 часа. В смысле, ну, перерыв у него в обед. Когда до открытия нашего магазинчика оставалось 2 минуты, нас подвезла пара из Венесуэлы. Но, к счастью, они нас привезли в небольшой городок, тут тоже есть магазинчик. Сейчас мы будем кушать. Вот так поворот. То мы были на дороге, а теперь мы гуляем с лошадьми. Как вам такое? Перевели их на новое пастбище, скажем так, там где есть водичка. И оставим их здесь. 4 лошади. А это Давиде, который пригласил нас переночевать у него, в его хозяйстве. Спокойная лошадка. Спокойная лошадка. Спокойная лошадка. Спокойная лошадка. Спокойная. 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 Dante fue rapidísimo junto de Antón. А это самая мощная. Шея такая мощная. Да? Это самая мощная? Sí, sí, como siempre, mucho... Ahora en primavera. En primavera pierden el pelo del invierno.
эта лошадка такая мощная, потому что она беременная, оказывается. Тут у нас гор нету, зато леса и тропинки. И этот хозяин Давида, у него здесь старый дом, земля, огородик, животные разные. И в принципе он тоже приглашает волонтеров через Workaway. И мы снова на трассе. Тут пролегает путь Камино де Сантьяго. Все обозначено. Дорожки. Ну и, конечно, отельчики и кафешки. Люди делают бизнес. Нам очень повезло. Я думал, мы на той мертвой дороге будем стоять очень долго. Но какие-то местные ребята, они сперва уехали в другую сторону. Я к ним подошел, поговорили, но они в другую сторону. А потом они вдруг резко вернулись, показали, куда они едут. И мне очень подошло. Во-первых, они нас очень здорово подбросили к городу Луга. Во-вторых, на более живую магистраль. И в-третьих, я от них узнал, что они тут занимаются тем, что носят рюкзаки путешественников, которые идут по Камино де Сантьяго. Оказывается, эта услуга пользуется популярностью. Сегодня холодно. Уже где-то 10:30, а мы в куртках. Я в своей пуховке, и Антон он в своей куртке, которую я собирался выкидывать. Но нет, она нужна. И я думаю, еще долго будет нужна. Чем дальше на север, тем холоднее. Я смотрел прогноз. Так на берегу Бискайского залива холоднее, чем в Киеве. Выбрасываем руку, улыбаемся и машем. Желание шутить у меня опять появилось на дороге. Вот что значит хорошо начать день. Bueno, no sé, porque mi madre, o sea, más o menos sabía quién era. Надо что-то сказать, а не знаю что. У нас закончилось наше приключение. Это его часть автостопная. Мы застопили машину на 150 километров. Очень приятная семья, муж, жена и маленькая девочка. Я открываю заднюю дверь, а там ребенок сидит. Ага, думаю, интересно. Я ж привык, что мимо нас проезжают все, кому не лень, даже если один водитель едет. И в пустой машине проезжают, а тут с ребенком остановили. Я потом в дороге спрашивал, а вы раньше подвозили автостопщиков? Жена говорит, я нет. А муж говорит, да, я один раз подвозил. Ну хорошо. А потом жена рассказывает историю. Говорит, моя мама однажды человека подвозила. Ну, правда, она не уточнила, это был именно автостопщик или просто какой-нибудь местный. Так он у нее кошелек украл. Я такой думаю, ой-ой-ой, репутация подмочена. Вот, 150 километров, и мы приехали в город Луарка на берегу Бискайского залива. Очень, кстати, красивый город. Вот просто в том месте, где нас высадили. Мостик, речушка. Приятные. Домики какие-то очень интересные. С другой стороны домики какие-то интересные. Вот, я написал уже нашему хосту, что, мол, мы приехали раньше, если ты можешь нас
принять, то давай, мы готовы. Ну, посмотрим, что он ответит.